Дорогие друзья, здравствуйте! Это я, юрист Валерий Табаков. И сегодня, друзья, мы поговорим об искусстве. И точнее о настоящем шедевре современного украинского искусства. Вы только представьте. На месте, где 2 года назад выстрелили в голову Ирине Фарион, поставили зеленую будку. Да-да, ту самую, которую все уже ласково называют туалетом внутреннего мира. Итак, внимание. Да, друзья, как человек, который за свою карьеру навидался всякого, от коррупционных схем до откровенного идиотизма в судах, я думал, что меня уже нечем удивить. Но Львов, как всегда, на высоте. Ко 2-й годовщине убийства, бац, и вот оно, чудо архитектурной мысли от бывших студентов Фарион. 2 метра меди, вырезанные слова, мова, нация, сила и прочая лингвистическая благодать. А внутри цитаты, чтобы мы, значит, заглядывали во внутренний мир. Серьезно? Смотрите, не подавитесь своим кофе. Давайте разберем этот шедевр, так сказать, в кавычках, по полочкам. С полным сарказмом, как и полагается. Итак, представьте картину. Улица Томаша Масарика, обычный жилой дом, место, где женщину застрелили в голову, цветы, лампадки, скорбь. И посреди всего этого зеленая кабинка. Не памятник, не крест, не стела в классическом смысле, нет. Коробка с прорезями в виде букв. Авторы гордо называют это пространством для взаимодействия и осмысления. Друзья, я осмыслил. Первое, что приходит в голову любому нормальному человеку, проходящему мимо, где здесь мужской, а где женский? Потому что выглядит это именно как общественный туалет премиум-класса в каком-нибудь парке. Только вместо М и Ж мова и нация. Гениально. Теперь каждый, кто захочет почтить память, сможет сначала справить нужду, а потом заглянуть внутрь на цитаты. Экономия времени. Ничего не скажешь. Авторы говорят, через вырезы мы заглядываем во внутренний мир Ирины Фарион. Простите меня, внутренний мир у женщины, которая славилась жесткими, резкими, порой крайне скандальными высказываниями, которая могла одним предложением разнести в пух и прах оппонента, и вы решили, что лучший способ это передать, это
зеленая будка с подсветкой. Это, друзья, как если бы после смерти Черчилля поставили гигантскую пепельницу с его речами внутри и сказали: смотрите, как он курит историю. Абсурд. Бывшие студенты, говорите, те, кого она учила во Львовской политехнике, видимо, на лекциях по филологии, они очень хорошо усвоили одну вещь. Если не знаешь, как сделать красиво, сделай концептуально. И вот результат. 2-метровый медный сортир, который вечером светится, как новогодняя елка. Внутренний свет, понимаете ли. Я представляю, как вечером местные жители идут мимо, видят это свечение и думают: о, у Фарион опять лампадки зажгли. Или там кто-то просто в туалет зашел с фонариком. Особенно трогательно, когда внутри камень с 20 цитатами, отобранными совместно с семьей. То есть это не просто памятник, это семейный склеп идей. Закройте дверь, загляните в щелочку и наслаждайтесь мудростью. Только не забудьте потом руки помыть, а то мало ли. А теперь давайте с юридической точки зрения, как и положено. Я ведь юрист, меня интересуют вопросы права, морали и здравого смысла. Во-первых, место установки. Это место совершения тяжкого преступления, убийства. Там пролилась кровь. А вы превращаете его в арт-объект. Представьте, если бы в США на месте убийства Мартина Лютера Кинга, ну там или Джона Кеннеди, поставили инсталляции «Загляни в душу через буквы», «I have a dream». Скандал был бы мирового масштаба. А здесь, такое оно, современное искусство. Во-вторых, использование имени и наследия. Фарион была публичной, спорной фигурой, многие ее уважали, а многие нет. Но даже ее сторонники, я уверен, в приватных разговорах сейчас чешут затылок и думают: ребята, вы серьезно? Потому что это не увековечивание, это карикатура. Я как юрист говорю, если бы это касалось моего клиента, я бы уже готовил иск о защите чести и достоинства посмертно. Не за сам памятник, а за то, как он позорит образ, потому что лучше никакого памятника, чем такой. А теперь самое вкусное. Это же Украина, 2026 год. Война, проблемы с электричеством, экономика в известном состоянии. А во Львове находят ресурсы. Более 2 миллионов гривен, кстати. Будка, конечно, бесплатная. Хотя и медная. Приоритеты, конечно, железные. Пока солдаты на фронте, пока люди считают копейки, пока решают реальные проблемы, вот оно, настоящее зеленый сортир внутреннего мира. Символ нации. Фарион всю жизнь боролась за язык, за идентичность, за высокую идею, так сказать. А ее увековечили вместе с ее идеей в форме, которую первым делом хочется сравнить с... вы поняли. Это не дань уважения, это
тонкий троллинг от самой реальности. Авторы говорят, мы хотим, чтобы люди возвращались, читали, размышляли. Друзья, люди будут возвращаться, но не для размышлений, для фотографий в стиле «Я и сортир Фарион». И эти фото разлетятся по всему интернету быстрее, чем ее самые яркие цитаты. Подводим итог, дорогие друзья. Этот памятник, в кавычках, ярчайший пример того, как можно взять трагедию, взять сильную личность и превратить все в нелепый цирк. Внутренний мир, да какой там мир, сплошной внешний абсурд. Я, Валерий Табаков, юрист с многолетним стажем, официально заявляю, этот объект порочит память Фарион. Но что поделать? И этот объект достоин только одного, чтобы о нем говорили исключительно с иронией и сарказмом, потому что иначе невозможно. Друзья, если вы тоже считаете, что память о людях должна быть достойной, а не смешной, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете об этом шедевре, в кавычках. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Будем и дальше разбирать такие вот внутренние миры, так сказать, украинской действительности. Да, ну и напоследок анекдот. Плывет дерьмо по реке и проплывает под мостом. А на мосту стоит мент. Ну и дерьмо ему кричит: «Привет, коллега!» Мент обиделся. «Какой я тебе коллега?» «Ну как же, — говорит, — мы вместе из внутренних органов». Всем крепкого здоровья, здравого смысла, поменьше зеленых будок в жизни. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.